Этот бисквитный рулет тает во рту и готовится несложно. Он получается невероятно сочным даже без капли дополнительной пропитки. Такой рецепт пригодится тем, кто ценит сочетание простоты и вкуса. Чтобы ничего не упустить и иметь под рукой пропорции, в описании под роликом есть полный список продуктов. Сохраняйте его себе, чтобы не потерять. Начинать будем с яблок. Для стандартного противня обычно беру около 800 граммов. В этот раз попались очень сочные. Возьмите нож или экономку. Мне кажется, без кожицы текстура получается нежнее, хотя интересно узнать ваше мнение. Поделитесь в комментариях, вы очищаете кожуру или нет. Другим зрителям будет интересно почитать ваш опыт. Кстати, очистки не выбросила, сварила компот. Очень вкусно. Берем вместительную миску и натираем яблоки на крупной терке. Сразу важный нюанс. Чтобы мякоть не потемнела и сохранила аппетитный вид, добавляю лимонный сок. Также можно положить и цедру. Лимонная нотка будет очень тонко чувствоваться в готовом изделии. Дальше добавляю корицу и сахар. Еще можно добавить мускатный орех. Перемешаем нашу начинку и пока отставляем в сторону. Пусть яблоки подружатся с сахаром и отдадут немного сока. Теперь переходим к самому ответственному этапу. Беру яйца и разбиваю их в чистую сухую миску. Добавляю сахар, ванильный сахар и начинаю взбивать с медленных оборотов, постепенно увеличивая. Тут важно набраться терпения, чтобы добиться правильной густой консистенции. Моему миксеру потребовалось около 10 минут интенсивной работы. Масса должна заметно посветлеть. Когда яичная смесь стала похожа на пышное облако, приходит время муки и разрыхлителя. Марка муки имеет значение, но еще важнее ее просеять. Добавляю муку постепенно, подмешивая лопаткой, и вот здесь кроется главный момент. Сильно не мешайте, иначе мы просто разрушим все те пузырьки воздуха, которые так долго создавали. Работаем лопаткой аккуратно, зачерпывая массу снизу вверх, пока мука не вмешается. Пока мы доводим тесто до идеала, самое время напомнить, что в описании и в подсказках на экране есть и другие крутые подборки выпечки. Если этот рецепт вам откликается, поделитесь видео с друзьями. Им тоже будет полезно узнать, как готовить быстро и вкусно из самых простых продуктов. Подготавливаем противень. Его нужно застелить пергаментной бумагой. У меня бумага покрыта силиконовым слоем. Первым слоем выкладываем наши натертые яблоки, распределяем их ровно, стараясь заполнить каждый уголок и не забывая про края. Сверху выливаем бисквитное тесто, оно должно мягко укрыть яблоки. Отправляем всю эту красоту в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Режим выбираем вверх-вниз без конвекции. Время выпечки составит примерно 15 или 20 минут. Тут важно учитывать особенности именно вашей духовки. Первые минут 12 не открывайте духовку. Готовность проверяем обыкновенной деревянной зубочисткой или шпажкой. Если она выходит сухой, значит наш яблочный рулет готов. Достаем противень. Даем ему постоять буквально 10 минут при комнатной температуре. Он не должен полностью остыть. Берем еще один лист пергамента и уверенным движением переворачиваем конструкцию. Теперь яблоки оказались сверху. Снимаем бумагу, на которой рулет пекся, и начинаем сворачивать. Пока тесто теплое, оно податливое и легко принимает нужную форму. Помогайте себе нижним листом пергамента, плотно закручивая рулет. Вот и все. Минимум усилий и вот такой вкусный десерт у вас на столе. Для красоты посыпаем сахарной пудрой. У меня нашлись апельсиновые цукаты. Этот десерт уже можно пробовать. Ему не нужно время на пропитку. Он и так потрясающе сочный внутри.
Спасибо огромное за ваши теплые слова в комментариях, это очень вдохновляет. Если рецепт вам понравился, поставьте лайк. Заглядывайте на канал чаще. Приятного аппетита!